Всем привет! Сегодня у нас большие перемены в твоей жизни. Какие сферы, сроки, результат, чего будет и так далее. Первый вопрос будет для сигнификации, что сейчас в твоей жизни творится. И давайте, я думаю, что в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем расклад. Единички. Сигнификация, что сейчас в твоей жизни творится. Ну, ты знаешь, по карте ты сейчас в аду из собственных мыслей. Как будто тебя загнали в угол и бьют твоими же страхами. Ночами ворочаешься, вопросами себя мучаешь. А что, если муж узнает про мой тайный счет, куда ты деньги откладываешь на побег? Ты сейчас как зверь в капкане. Чем больше дергаешься, тем больней. И каждый его взгляд тебе кажется подозрительным. Каждое вот это «где ты была» тебе кажется допросом. А все потому, что ты реально закопала себя в ложь. Ты ведь делаешь, что вот счастлива в этом браке. Пока внутри тебя гниет чувство, что ты свою жизнь продала за иллюзию стабильности. И эти мечи, это не его угрозы. Это твоя собственная совесть, которая спать не дает. И самое плохое, ты сама создала этот кошмар. Своим молчанием, соглашаясь на его правила годами. Ты в какой сфере-то грядет взрывной переворот? Ну, смотри вот правде в глаза. Твой брак сейчас — это вот бомба с таймером. Эти, как сказать, мечи ты специально глаза закрываешь на правду, что он тебя душит. Ты же уже чувствуешь, как он контролирует каждый твой шаг. Телефон твой проверяет. Говорит, с кем общаться, с кем не общаться. Даже намекает, что работа вся твоя — это ерунда. И дьявол тут — это не мифическое какое-то зло, да? Это твоя зависимость от него, от его денег, от страха там одной остаться. Думаешь там, куда я в 45? Ты прикована к нему не любовью, а страхом начать все с нуля. Но вот взрыв уже близко. Или ты сама разорвешь эти цепи, или он тебя просто окончательно в грязь затопчет. Выбора тут нет. Либо ты поднимаешься и уходишь, либо тебя стирают в порошок. А что ты хочешь, чтобы я тебе тут сказал? Когда эти перемены ворвутся? Ну, знаешь, точка невозврата, вот когда ты посмотришь на его вот эту заботу якобы без вот этих розовых очков. Король Пентаклей — это он, твой муж, который считает, что там квартира, машина, его зарплата дают ему право решать за тебя все. Но 8 кубков — это твой шаг, который ты сделаешь, как говорится, в дождливый четверг. Помнишь, да, после дождичка четверг, вот дождливый четверг будет. Когда он в 100-й раз проигнорирует твое «мне плохо», «я устала» и так далее. Ты просто осознаешь, что его успешность — это тюрьма, где ты бесплатная прислуга. Это случится примерно через 2-3 месяца, 2-4 месяца. Когда ты денежки какие-то получишь и просто поймешь, что можешь снять комнату сама. Уйдешь без скандала, соберешь сумки, пока он там где-то, и ключи, как говорится, на столе оставишь. Какой результат после этого вихря перемен? Ну, знаешь, после ада придет прорыв. 3 пентаклей — это ты работу найдешь, где тебя реально будут ценить. Не вот этот вот за копейки, да, а вот где ты вот, как сказать, вот твое родное. То есть где ты умела
вот всегда оно там не работало. Вот как сказать, я не знаю. А королева жезлов — это ты через полгода. Каре, наверное, еще, да? Новые джинсы вместо приличных юбок. Ты впервые за 5 лет поедешь одна на море. И страх твой сменится злостью. А потом просто он сменится дикой уверенностью. Ты поймешь, что ты выжила не вопреки, а потому что просто послала всех. Кто говорил там: терпи, он же обеспечивает, он же деньги дает. И главное, ты перестанешь ночью плохо спать. Потому что ты будешь спать в своей квартире, где нет его противного храпа, понимаешь? Твоя вот эта девятка мечей, она хорошо излечится. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки, которые не двоечки. Что сейчас в жизни творится? Ну, знаешь, сейчас ты в полной жопе, извини меня, с деньгами. Вертишься, как уж на сковородке, пытаешься дыры залатать в бюджете. Ты берешь вот эти кредиты, микрозаймы, кредитные карты, чтобы погасить прошлые долги. И скрываешь от своего мужчины реальные траты на свою там iPhone последней модели, косметику, как называется это, дорогую, да? И при этом втихаря копишь на отпуск, который тебе просто не потянуть. У тебя замкнутый круг. Ты платишь по одним кредитам за счет новых, а твоей зарплаты едва хватает на вот эти минимальные платежи. И муж, если он у тебя есть уже, коситься начал на твои постоянные вот эти звонки из банков. Но ты придумываешь всегда отмазки, типа ошибся оператор и прочее, и прочее. На работе тоже полный пипец. Начальник хочет урезать всем премии, да? А ты не можешь найти там вторую подработку просто потому, что ты дико устала. И тебя прямо сейчас разрывает между желанием сохранить лицо, да, потому что изначальный кредит был бран для того, чтобы я дама, которая тоже, как у этих, как называется там, в соцсетях у красивых-то все живут, они богаты. Я тоже захотела, но путем кредита. И спишь ты сейчас по 4 часа и как зомби ходишь и ждешь, что само все решится. Ну, по карте это не хаос. Нет, это не жизнь против тебя. Это твоя система самоуничтожения, которую ты сама создала. А что ты хотела? То, что я тебе скажу, что ты умничка и все будет хорошо? Нет, пока жопу не поднимешь, ничего не будет. В какой сфере твоей жизни грядет вот этот переворот? Ну, бабахнет в твоей семье. Твой муж или найдет квитанции спрятанные про долги, или смс-ки увидит. И тут не ссора, тут вот атомный взрыв. Он просто устанет от вот этой беспечности, я бы сказал. Будет грозиться разводом, детей к маме заберет. Знаешь, он тебя выставит перед всеми родственники как врунью. Эту, как ее, расточительство, расточительницу. И у тебя будет выбор: либо раскрыть все карты и попросить о втором шансе, либо гордо уйти, оставшись один на один со своими долгами. На кону тут твоя репутация в семье, доступ к детям, последние остатки доверия. Вот это все. Твои родители правду узнают, перестанут деньги давать. Свекровь тоже будет говорить: ты сыночка моего разорил. И тут не просто переворот по картам, это прям землетрясение, после которого придется строить отношения с нуля.
Если, как говорится, выживете, муж возьмет все деньги под свой тотальный контроль. Если нет, будешь платить, как говорится, сама как-нибудь. Когда эти перемены ворвутся? Это через 3 месяца примерно. Вот конец декабря, начало января, вот когда придут платежки за коммуналку, новогодние кредиты и так далее, ты как мышь в ловушке. Боишься почту открыть, от звонков вздрагиваешь. Врешь мужу, там все хорошо, все под контролем. Но начнутся вот эти заморозки счетов. Начнутся. А потом стиралка сломается, ребенку деньги в школу надо будет. Вот тогда твоя пирамида рухнет. Понимаешь? Ты просто не сможешь объяснить, куда деньги делись. И одновременно на работе сокращение. И причем ты первая попадешь под раздачу из-за постоянных отпросов по семейным обстоятельствам. Понимаешь? Но тут шанс есть. Какой-то знакомый или знакомая предложит тебе работу в другом городе, причем с авансом. Но только это будет побег от проблем, а не решение всех проблем. Какой результат после вихря перемен? После вот этой мясорубки, ты останешься без кредиток. Но, как говорится, с поцарапанным до дыр лицом. И iPhone, который ты купила, потому что надо соответствовать. И шубу, и, возможно, машину. Придется продать, я имею в виду, чтобы погасить вот эти самые злые долги. Муж, если останется, он посадит тебя вот на, как говорится, на голый бюджет. Будешь за каждую потраченную копеечку отчитываться. На работе, еще раз повторяюсь, либо увольнение, либо переведут на полставки, зарплата меньше. Зато появится тускленькая надежда. Ты увидишь, что ложь, она дороже денег, и начнешь медленно восстанавливать вот этот кредит доверия. Завтраки начнешь мужу готовить, полы мыть, чтобы доказать, что исправилась. Но самое главное, ты урок получишь на всю жизнь. Никогда не брать кредиты, вот эти, и не врать о своих тратах. Может, даже научишься откладывать по-настоящему, а не транжирить. Горько, но правда. А что ты хотела, чтобы я тебе сказал по этим картам? Что у тебя все придет миллиардер и тебя отвалит кучу миллионов? Нет. Нет. Все намного печальнее. Давайте посмотрим третий вариант. Троечки. Троечки. Что сейчас в твоей жизни творится как сигнификация? У тебя, знаешь, ты сейчас такой человек, вот если образно говорить, да, который весь стол едой накрыл на праздники, но гостей не позвал. То есть со стороны все шикарно. У тебя квартира уютная, холодильники, колбаса есть, полукопченая. И даже у тебя, наверное, этот есть творог такой мягкий, как в детском садике было в СССР. Сумка у тебя новая тоже. Во всяких соцсетях у тебя отзывы всякие вот эти вот. Умничка, умничка и так далее. Ты сама себе сейчас втираешь, что это пик благополучия. Вечерами сидишь одна, винишко пьешь, любуешься на свою жизнь идеально. А по факту ты загналась в ловушку показухи вот этой. Эти твои покупки в кредит, бесконечные селфи в туалетах, в ресторанах, фотографии еды, посты про успех, наверное, еще есть. Это все попытка доказать всем и себе в первую очередь, что ты состоялась. Я тебе открою огромнейший секрет. Состоявшиеся люди никому не доказывают, даже самим себе, что они состоялись в жизни. У них нет вот таких фотографий, таких шикарных,
как у тебя. И внутри у тебя пустота. Ты давно с родителям не звонили. Подруги отдалились, потому что ты вечно хвастаешься, а это никому не нравится. Понимаешь? У тебя даже серия мимолетных романов с теми, кто тебе не нужен. Ты заменяешь настоящие эмоции вот этими вещами статусными, как будто там новая сумочка заменит тебе объятия. И самое страшное, что ты это понимаешь, но боишься признаться самой себе. Каждый раз, когда ты покупаешь очередную дорогую безделушку или там в ресторан идешь, в кафе, ты глубже закапываешься в эту яму одиночества. Твои кубки, они полны, но пить из них не с кем. Это о том, что карты кричат тебе. В какой сфере грядет хороший переворот у тебя? Ну, знаешь, хороший я сразу, да, проговорил, ну, тут хорошие карты. Полный перезагруз у тебя ждет в теме семьи и дома. Вот смотри, сейчас ты как вот императрица на пустом троне. Вроде все для счастья есть, да, там деньги, красота, но главного нет. Гнездышко настоящего. И карты говорят, скоро либо ты встретишь человека, с которым захочется семью, детей, дом там, либо твои родные, они сделают тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Или квартиру там бабушка передаст, но с условием, что ты там остепенишься и семью заведешь. Или ты вот, как сказать, вот случайно забеременеешь. Это будет точка отсчета новой жизни. Это не будет розово-сопливый сценарий, нет. Приготовься к быту, к ипотекам, ссорам из-за денег. Но именно через вот это ты начнешь ценить вещи настоящие. Чаечек с мужем, да? Смех детский. Пусть и много гречки просыпали, мука везде валяется. Эти перемены, они вышибут тебя из зоны комфорта. Придется отказаться от вот этих покупок, сумочек, которых у тебя и так уже штуки 3-4, а то и, не дай бог, 10. Перестанешь жить в кредит, начнешь копить на будущее. Зато перестанешь быть вот этой королевой вечеринки и станешь хозяйкой своей жизни. Когда эти перемены? 2 года где-то. Максимум 2 года. Потому что я включаю и детей. Вот, знаешь, они приползут, эти перемены, когда ты перестанешь делать вид, что все у тебя хорошо. Но смотри, по-другому. Королева кубков — это про то, что ты должна осознать свою эмоциональную пустоту. Пока ты будешь кричать в соцсетях «Я счастлива, посмотрите, какой у меня завтрак», а по ночам в подушку плакать, ничего не случится. Но карты, они тебе вот прям говорят: хватит себе врать, хватит врать себе, чего ты себе врешь. А буквально в течение 3 месяцев познакомишься с ним. Потому что произойдет такое событие, которое вскроет твое одиночество. Или там что-то такое произойдет, или подруга замуж выйдет, подруга переедет в другой город, который ты... То есть ты вот поймешь свое одиночество, наденешь свой свитер, телефон отключишь и пойдешь в какое-то кафе, где ты его и встретишь. Ну а дальше у вас медленно все пойдет. Я поэтому такие огромные сроки сказал. Потому что рыцарь Пентаклей — это медленность. Это вот долгая, нудная дорога. Понимаешь? Это сайты знакомств, пустые встречи и прочее, прочее. Поэтому я сказал 2 года. Какой результат ждет после вот этого вихря перемен? Ну, в итоге ты получишь то, о чем даже не мечтал. Перестанешь бегать за одобрением и засядешь дома. Это по отшельнику. Будешь
Чай на кухне с мужем пить, да, не шампанское в клубе с полупьяной подругой, сплетниц которой. Десятка пентаклей — это твоя семейная стабильность. Эта квартира превратилась в это гнездо родовое, где хранятся фото 3 поколений, да, ну, образно говоря. И вся конкретика знаешь в чем? Ты будешь в итоге копить не на сумку очередную дорогую, которая тебе нахрен не упала, а на образование ребенка. Вместо кредиток у тебя будут дебетовые карты. В гости будут приходить не вот эти подруги полупьяные с бутылкой вина, а настоящие подруги, настоящие, еще раз говорюсь. Но будет жесткий выбор. Чтобы все это получить, тебе придется порвать с прошлым. Удалить свою соцсеть, отписаться от токсичных подруг, перестать с ними созваниваться, переписываться, вот эту хрень нести, которую ты обычно с ними несешь. Зато через лет 5 ты будешь сидеть на кухне с ребенком, на мужа смотреть, который ребенку велосипед чинит, и понимать, что, как говорится, вот этот сервантий-сервиз, который с твоего детства стоял, его можно накрыть на Новый год, все-таки достать его в первый раз. Да, расклады точечные, слишком точечные, потому что вы просили точечные не снимать. Как вижу, если честно, я еще карты допы тяну, но их не вытаскиваю. В кадр у меня в руках колода. Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и помни, что я всегда рядом.